Всем привет, ребят, с вами я, Invisible, и в этом видео я хотел бы вам рассказать про настройку чувствительности, да, как добиться идеальной сенсы, как ее настроить, и хочу сказать, что очень много игроков, прям очень много игроков хотят раскладку какого-то киберспортсмена, и они думают, что взяв ее, они будут играть во много раз лучше, они будут играть так же, как и этот киберспортсмен, у которого они взяли раскладку. Вот. Но это неправильно. Раскладку киберспортсмена можно взять лишь для того, чтобы оттолкнуться от этой раскладки и настроить ее под себя. Но я покажу вам, как настроить раскладку, точнее чувствительность с нуля. Раскладку я расскажу, как настроить в следующем видосе, да. Вот. Я как раз начал заниматься ютубом и планирую выкладывать по видосику в неделю. И если вы меня поддержите лайком, я буду осуществлять планы, которые у меня есть в голове на YouTube. Вот. Как я сказал ранее, брать раскладку какого-то киберспортсмена и думать, что вы будете играть лучше, не надо. Потому что это лишь самовнушение. То есть вы, взяв раскладку кого-то, думаете, что вы будете играть лучше, и вы играете лучше. Либо вам кажется, что вы играете лучше, начинаете. Но на самом деле это не так. Для начала я стою в лобби, да. Ну, смысл показывать свою чувствительность его нет. Вот. Мы что делаем? Мы заходим в чувствительность, да, во вкладку чувствительность и нажимаем на вкладку средняя. Все, мы сбросили чувствительность, это дефолт. От средних настроек мы будем отталкиваться дальше. Заходим на полигон. Вот мы и зашли на полигон. Берем оружие, М-ку. Тут, в принципе, сейчас, на данный момент, без разницы. Мы будем настраивать первый этап. Это чувствительность вне зажима. То есть просто чувствительность прицела. Я еще специально взял другой телефон, чтобы была разница с моей сенсой. То есть на этом телефоне моя сенса, которая настроена была на другом телефоне, она не очень подходит. Но на том телефоне эта сенса, которую я сбросил, она идеальна. Вот. Поэтому сейчас я буду настраивать чувствительность прям под этот телефон. Вот. Что мы делаем? Мы зашли в чувствительность, поставили настройки средние, да, чувствительности. Соответственно, у нас все сбросилось. Ну, глазик я ставлю где-то 125. Тут обзор у нас, чтобы много не шевелить глазиком. Будет удобно поставить побольше чувствительность. И, собственно, смотрите, мы сейчас будем совершенно удобнее осматриваться. Когда бежите, да, удобно. Глазиком пользоваться очень удобно. Поэтому возьмите это на заметку, да. Ну, глазик это у меня 125. У вас может быть хоть 200 все. Самое главное у нас это чувствительность камеры, чувствительность прицела. То есть чувствительность камеры это у нас чувствительность обычная. Вот давайте я сейчас зайду в прицел, поставлю режим прицела на нажатие. Заходим в прицел. Так, сейчас. Вот мы зашли в прицел. У нас вот эта чувствительность камеры. Дальше у нас идет чувствительность прицела. Это когда мы начинаем зажимать. У нас чувствительность должна чуть-чуть быть повышена, чтобы зажим был комфортный. И третий у нас пункт это гироскоп. Гироскопа мы перейдем уже после, да, всего. Начинаем настраивать первый пункт. Как его настроить? У нас есть среднее значение, от которого мы сейчас будем отталкиваться. Вот у нас, грубо говоря, третье лицо, да? Давайте третье лицо настроим. Выходим из прицела и отключая гироскоп. Включая гироскоп полностью. Сейчас, где он тут? Я, да, понимаю, что для меня эта чувствительность, она маленькая. Вот как это проверить? Точнее, большая чувствительность, извиняюсь. То есть мне неудобно держать прицел на голове. Соответственно, я беру и ставлю где-то 90. Мне уже комфортней. Давайте дальше попробуем на дальней мишени.
Нет, большая. Ставлю 86. Мне уже намного комфортнее. Не забываем, что у нас будет гироскоп. Нам большая чувствительность на пальцы не нужна. Так, меня устраивает результат. Я хорошо сейчас веду пальцем, получается, по мишени, да? Прицел держу хорошо. Все. Переходим дальше в чувствительность. От первого лица можно настроить сразу. Но от первого лица 88 вообще мне нормально, в принципе. Тут вы уже сами. Я не буду показывать настройку каждого прицела, потому что принцип один. Вот. Так что я сейчас покажу на пару прицелах, да, и все. Дальше уже сами. Вот мы настроили чувствительность камеры. Давайте сразу чувствительность прицела. Но я поставлю 96. На десяточку больше у меня всегда стоит. То есть это что обозначает? Вот мы движем, да, прицелом, не держа кнопку на выстреле, да. У нас такая чувствительность. Когда мы зажимаем кнопку выстрела, у нас чувствительность немножечко повышается. Чуть-чуть повышается чувствительность. И это для меня удобно. То есть в close fight приседать мне удобно держать. Вот. Все, эту тему закрыли. Это настраивайте индивидуально под себя. Поняли принцип, да? По мишеням двигаем. И от этого отталкиваемся. Если чересчур большая сенса, мы уменьшаем на процентов 5, ну, 5-6%. Если чувствительность слишком маленькая, мы повышаем на 5-6%. Если слишком много, берете, понижайте на 2%, да? То есть вы поняли, вы должны двигать ползунки. Дальше. Коллиматорный прицел. Голографический, ну, короче, помощь в наведении, да? Пункт 2 у нас в этом. В настройке, так сказать, да. Вот. Мы берем, заходим в прицел. У нас стоит 50, стандартная. И начинаем также двигать. Для меня эта чувствительность большая, видите, я рывками двигаю пальцем, мне неудобно. Но берите еще в расчет то, что я играл на гироскопе. Но когда вы будете настраивать гироскоп, вы обязательно отключаете. Я ставлю 45%, пробуем. Большая для меня. 42 пробуем. Меня такой результат уже устраивает. Да. Теперь мы начинаем зажимать. Я сейчас поставлю сразу то, как мне удобно. Без гироскопа начинаем зажимать. В принципе, мне кажется, большая чуть-чуть. Давайте на 2% пониже сделаем. Идеально. Без гироскопа вообще топ. Так, теперь я хочу, допустим, настроить тройку. Берем тройку. Настройка, кстати, есть, извиняюсь. Также двигаем. Для меня это большая чувствительность. Я беру, ставлю меньше. Процентов 18. Нет, 19. Давайте попробуем. Для меня это вообще отлично. Начинаем зажимать. То есть у меня уходит. Мне маловато немножечко, да? Я беру, добавляю тут 24, ставлю, пробую. Трясет слишком сильно. Давайте попробую 23.
Для меня это отличная сенса. Теперь давайте пробуем четверку. Также, да? Заходим в 4X, настройки. Смотрим, что у нас тут. 14% стоит. Пробуем двигать. Я ставлю на 2% меньше. То есть двигаем по мишенькам, пробуем так вот делать, можно даже вот так вот поделать. Да, то есть наводиться, допустим. Без гироскопа мы все это делаем. В принципе, сойдет. Теперь начинаем зажимать. Маловато, 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 маловато. Давайте на зажим мы добавим... Так, на зажим мы добавим процентов... Ну, давайте 4% добавим на зажим. Посмотрим, что получится. Давайте еще процент добавлю. Давайте еще процент добавлю. Давайте еще процент добавлю. Мне уже результат нравится. Остановлюсь на этом. Шестерку, восьмерку я пока трогать не буду. Я хочу чисто на сжим настроить. Так, с этим мы разобрались. Теперь мы берем, подрубаем гироскоп. Я люблю full гироскоп и вам советую. Теперь заходим, у нас стоит 100. Я двигаю, мне этого очень мало. Я беру, увеличиваю ровно в 2 раза. То есть до 200. Мне уже намного комфортней, но маловато. Потому что я гироскоп хочу использовать для клоусфайта. То есть я хочу позиционировать прицел. То есть я иду, я хочу держать прицел на, допустим, на ЛГшке, да, откуда вылезет чел, чтобы по нему стрелять и начать первым. Вот. Соответственно, я должен позиционировать прицел. Мне этой сенсы маловато. Я беру, добавляю еще сенсы, ставлю 230 где-то. У меня среднее такое идеальное значение получилось, это 235. Ставлю 235. Все. Я уже могу бегать, мне комфортно. Меня тряска не раздражает. И я могу позиционировать прицел, ждать, откуда выйдет противник. Так что возьмите это на заметку. Все. Гироскоп как еще можно проверить? Ну, это все индивидуально под каждого, но мне комфортно с таким гироскопом играть. Я не буду наводиться по мишенькам, да. Мне для мишеней этот гироскоп, он не подходит. То есть, как это объяснить? Вы же не будете от бедра стоять и стрелять на 100 плюс метров, да, с какого-нибудь коряка, либо с эмки. Поэтому гироскоп в упоре, он решает, как-никак. Да. Так что берем это на заметку, да. Дальше мы берем и настраиваем точку, да. У нас стоит 90, я захожу в прицел, в точку только. Для меня это очень маленькая чувствительность, это чувствительность гироскопа. Я сейчас очень сильно двигаю телефоном. Мне этого недостаточно. Соответственно, я беру и увеличиваю в 2 раза. 160 ставлю. Ну, да, 180 в 2 раза. Теперь мне удобно, смотрите. Я могу держать. Нет, мне маловато. Я добавлю еще чуть-чуть. Давайте 195 сделаем. Давайте 190. У меня уже телефон садится. 6%. То есть вот чисто гироскопом двигаем. Пробуем. Пробуем чисто гироскопом контролировать отдачу.
Отлично. Отлично, отлично, отлично. Теперь мы берем и гироскопом и пальцем контролируем отдачу. Все, у нас получится идеальная сенса. У нас получается сжим просто в точку. Не идеально ли? Вы такого же результата можете добиться у себя. Просто надо посидеть, попробовать покрутить сенсу. Я просто приблизительно знаю свои пальцы, приблизительно знаю этот телефон, поэтому я и настраиваю сенсу побыстрее, чем будете делать это вы. Теперь я беру, ставлю на 4. Давайте зайдем все-таки, не будем гадать, зайдем в 3. У меня очень маленькая чувствительность. Я беру, увеличиваю в 2 раза. 144 ставлю, давайте. Не в 2 раза, чуть-чуть больше, но в любом случае. Это уже комфортней. Да, вы теряете возможность стрелять с болтовок, точно, с 3, с 4, но, поверьте, зажимать вы будете божественно. Теперь я беру и пробую контролить чувствительность полностью... Ой, чувствительность, отдачу полностью гироскопом. Давайте попробуем. Слабовато. Я беру, добавляю еще процентов 10. Примерно. 155. И пробую также гироскопом контролировать. Уже неплохо. Нам не надо добиваться того, чтобы идеально контролировать гироскопом отдачу. Мы теперь берем, комбинируем пальцы и гироскоп. Неплохой результат, но я бы все-таки добавил еще процентов... Ну, где-то вот так вот сделал бы. Чуть-чуть. И попробовал бы еще раз. Давайте попробуем еще. Я бы добавил еще немножечко. Вот так, 170 бы сделал, попробовал. Заходим в прицел и пробуем комбинировать пальцы и гироскоп. Уже неплохой результат, но можно крутить сейчас ниже, меньше, больше и добиваться результата получше. Теперь также с 4 заходим в 4, крутим гироскоп, вертим телефон. У нас чувствительность маленькая, берем, увеличиваем также в 2 раза, ставим стоп, пробуем. У нас уже чувствительность такая, что мы с болтовки пострелять сможем не очень точно, но мы пробуем контролировать гироскопом отдачу. Нет, это уже чувствуется, что нет. Я ставлю еще, добавляю процентов 40. Относительно 3 я настраиваю. И пробую. Заходим в 4. Уже с гироскопа сложена. Вата будет пострелять, да? Я уже устал просто настраивать, потому что это такой муторный процесс. И пробуем гироскопом контролировать отдачу. Уже неплохой результат. Теперь мы комбинируем пальцы и, собственно, гироскоп. И смотрим, что получится. Пробуем подальше, стоя уже. Я бы добавил еще процентов 5 на гироскоп. И попробовал бы, что получится. Гироскоп я больше не хочу добавлять. Я гироскоп даже хочу уменьшить. 140 поставлю. А на зажим я бы сделал 22%. И посмотрел бы, что получилось бы сейчас у меня. Давайте посмотрим. Трясет слишком сильно. Я бы гироскоп еще убавил. Пробовал бы поменьше сделать. Потому что иногда слишком большая сенса гироскопа к хорошему ничему не приводит. Я бы сделал еще поменьше все-таки. Уже получше. И пробуем стоя
буду зажимать, комбинируя пальцы с гироскопом. Уже неплохой результат. У нас уже не так колбасит сильно. Берем, ставим гироскоп еще меньше. 115. И пробуем. Уже неплохой результат. Примерно так, ребят, это и делается. Пробуется, комбинируется сенса с гироскопом и комбинируется сенса с прицелом у нас. То есть зажим прицела, собственно, при зажиме. То есть настраиваем сенсу. И настраиваем сенсу мы гироскопа. И вот это комбинируется и добивается результат того, что вы будете стрелять просто в точку. Ничего сложного нет. Но повышая сенсу на гироскопе 4х и в 3х прицеле, не забывайте, что вы тогда теряете возможность стрелять, так сказать, с болтовок, потому что с тройки и с четверки достаточно сложно с большой сенсой гироскопа наводиться. Давайте сюда пройдем, посмотрим. Примерно вот так вот у нас это получилось. Настроил, пожалуйста, с нуля и стреляю достаточно неплохо. Ну, примерно вы поняли, ребят, что дело это не очень сложное, просто надо потратить время, и у вас все получится. И запомните, если вы считаете, что у вас идеальная сенса, вы стреляете хорошо, то это все равно не ваш потолок. Вы можете развиваться, вы можете стрелять и играть еще лучше, поэтому попробуйте мой способ по настройке сенсы. Вот. Кому интересно, пишите комментарии вообще свои, да, то есть как вам данный способ, какие способы настройки использовали вы, когда настраивали свою сенсу, или вы вообще взяли чью-то сенсу, и вам она очень сильно понравилась и зашла. Так что пишите комментарии, я каждый комментарий буду читать, каждый комментарий буду лайкать, если будет он интересен, да, вот. Так что так. Поддержите меня лайком, подпишитесь на канал, кто новенький. Вот, мне будет приятно, это будет меня мотивировать выпускать видосы чаще. Вот, потому что планы на YouTube у меня большие. Так что спасибо, что посмотрели видос. Пишите, кто досмотрел до конца, будет интересно посмотреть, сколько вас. Вот. Предлагайте также свои способы по настройке. И скажите, понравился ли вам мой способ. Немного ли я воды сказал. Так что вот так, как-то так. Все, еще раз всем спасибо. Лайк под видео, комментарий оставлен. На канал подписаны. Всего хорошего, так сказать. И с вами был Invisible. До свидания.